Отто Андерс — совершенно обычный 73-летний мужчина с любящей семьей, которая поддерживает все его решения. Он работал наставником в школьном совете Джексона, где контролировал и заботился об учениках, оказавшихся в трудном положении, когда их отстранили от занятий. Если что-то и выделяло его среди других, то, пожалуй, его причудливое хобби. Все началось с того, что ему нравилось находить монеты, лежащие на земле. Коллекционирование монет не было странным увлечением, но его вера сделала его таковым. Для Андерса каждый найденный им пенни был подарком от Бога, напоминающим ему о необходимости всегда быть благодарным. Бывали дни, когда мне не удавалось помолиться, и потерянный пенни появлялся, чтобы напомнить мне об этом. С такой верой хобби превратилось в полноценную одержимость. Андерс больше не довольствовался монетами на улице и начал собирать их любыми возможными способами. Я перестал тратить монеты, разменивал купюры на копейки и даже просил кассира в супермаркете давать сдачу только монетами. Со временем монеты, скопившиеся дома, превратились в ошеломляющую сумму. Как окружающие отреагировали бы на его хобби и накопленное богатство? Первые несколько лет семья и друзья Андерса удивлялись количеству собранных монет, но потом привыкли к этому и всегда поддерживали его увлечение. Когда новость о его растущем энтузиазме к коллекционированию монет распространилась по школе, его ученики сделали нечто еще более трогательное. Как только ученики узнали об увлечении Андерса, они решили помочь ему в ответ на его любовь и помощь. Несколько раз ученики подходили к нему с полными кулаками монет, с ликованием складывая их на его стол. Они ждали его удивленного и радостного взгляда, но Андерс дал неожиданный ответ. «Я не могу принять его без компенсации, даже если вы предложите мне бесплатно». Андерс говорил со студентами твердо и решительно. Как бы ему ни хотелось собирать копейки, он никогда не нарушит своего слова. Копейка — это знак того, что он должен ценить то, что у него есть, а не то, что он берет. Вот так Андерс самостоятельно собирал монеты в течение 45 лет, и никто не знал, сколько денег он накопил, даже он сам. После 45 лет коллекционирования Андерсу удалось накопить огромное количество монет, которыми можно было бы наполнить 15 пятигаллонных пластиковых кувшинов для воды. Для него его тщательно собранные монеты были так же достойны защиты, как и любое сокровище. Он решил включить свою драгоценную коллекцию в страховку дома, но в тот момент, когда он с радостью готовился сделать это, произошло нечто неожиданное. «Мы не можем предложить никакого покрытия для ваших монет». Страховая компания отказала ему, даже не дав возможности объяснить. Андерс обратился в каждую страховую компанию в городе, но ни одна из них не приняла его копейки. Доведенный до отчаяния, он стиснул зубы и принял окончательное решение. Андерс больше не мог хранить свои пенни в безопасности, да и места для них больше не было. В конце концов он решил оставить свою навязчивую идею – сделать склад монет, чтобы они могли составить друг другу компанию другим способом и найти им лучшее применение. Он позвал своего друга, чтобы тот помог отнести все копейки в его грузовик и отправился в банк. Но возникла более серьезная проблема. Таща за собой тележку, полную бочек, Андерс толкнул открытую дверь банка Растон Ориджина. Шумная толпа затихла, когда он вошел. Все смотрели на него с недоумением, как будто он был странным изнутри. Наконец, один из клерков заговорил. «Сколько их?» — спросил клерк. «Не знаю, около полумиллиона пенни», — ответил Андерс, вытирая пот со лба. «Можно ли сделать депозит?» Он показал на пенни и спросил с искренней улыбкой. Однако иногда искренность может быть встречена разочаровывающим ответом. Клерк на мгновение опешил и улыбнулся. «Вы же не думаете, что у меня есть время пересчитать для вас полмиллиона пенни?» Андерс потер пальцы о ручку тележки и напористо сказал: «Я знаю, как безумно это звучит. Но поверьте, будь у меня другая возможность, я бы не променял свои гроши на весь мир». Он позвонил своему менеджеру. Менеджер резко вышел из кабинета, недоумевая, кто устроил такой шум. Но когда он увидел Андерса, лицо менеджера озарилось, и он быстро подошел к человеку, которого только что допрашивали. Все были ошеломлены, когда менеджер услужливо поприветствовал странного человека: «Мой дорогой мистер Андерс, я могу вам чем-нибудь помочь?» Оказалось, что Андерс был постоянным клиентом банка, который никогда не доставлял хлопот. Наш долг и удовольствие – помочь нашему постоянному клиенту. По указанию управляющего Андерс и его друг принесли кувшины один за другим, и клерк вскрыл их топором и молотком.
После 5 часов подсчета все были поражены общей суммой, даже сам Андерс. Под взглядами всех зрителей была названа окончательная сумма. Андерс накопил в своей 45-летней коллекции монет внушительную сумму в $5136. Что он будет делать дальше с такой большой кучей банкнот, которые больше не подлежат коллекционированию? Как раз в тот момент, когда он сделал вклад, Андерс получил большой счет от стоматолога. Казалось, эти гроши должны были помочь ему в трудную минуту. Благодаря своим 45-летним сбережениям Андерс не только оплатил счет, но и провел прекрасный семейный отпуск и даже сделал пожертвование в местную церковь. Кто бы мог поверить, что причудливое хобби Андерса может превратиться в такое значительное состояние? Эта особая экономия свидетельствует не только о вере Андерса, но и о том, как важно не отвлекаться на мелочи. Верьте и упорствуйте в мелочах, и вы будете вознаграждены. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.